Ребят, всем привет! Сегодня наше видео посвящено линзовидной заточке на точилке Кадет. Напомню то, что для точилки Кадет подходит насадка мини-линза от точилки Blitz. Сейчас я вам покажу, как ее установить. Для того, чтобы установить линзу, нам необходимо снять держатель абразива из шарнирного узла. Также нам понадобится отвертка на 2,5 мм шестигранная. Заднюю сторону штангу перевернуть обратной стороной и вставить в шарнирный узел. После чего устанавливаем демпфер, ограничитель и устанавливаем нашу линзу. Устанавливаем таким образом, чтобы вогнутая сторона смотрела в сторону шарнирного узла. И после этого можно уже затянуть винт, который находится у нас на насадке, используя шестигранную отвертку на 2,5 мм. Точить мы будем итальянский нож Leon Steel, модель SR22, который имеет с завода линзовидную заточку. Нож выполнен из инструментальной стали Sleipner от компании Böhler. Сталь является полуржавеющей, твердостью порядка 60 единиц порог его. Особенностью ножа является форм-фактор интеграл. Рукоять цельнофрезерованная, выполненная из авиационного алюминия марки 6061 T6, анодированная. Длина клинка 8 см, толщина по обуху 4 мм. Ближе к рукояти у этого ножа у нас имеется прямой участок, за который мы зажимаем, а рядом мы будем поджимать. Для этого мы установили оба зажима на одну сторону нашей рамки. Обклеим обух малярным скотчем во избежание случайных царапин и фиксируем клинок. После установки клинка необходимо выставить толщину нашего камня в компенсаторе, так как на финише мы перейдем на кожаный бланк. Зафиксировали и устанавливаем держатель абразива. Точить мы будем камнями Barite серии PC. И сейчас я взял камень 320. На обдирку я не ухожу, так как мы будем сохранять угол заточки. Наносим жидкость Barelube. Напоминаю, что эти камни у нас масляные. И можно использовать как масло для заточки на основе линовой кислоты, так и жидкость для заточки Barelube. Точить мы постараемся в тот же самый угол заточки. Для этого используем маркер, закрашиваем наш подвод и визуально ориентируемся, чтобы маркер у нас снимался полностью. Самое важное, чтобы камень у нас доходил до конца, так как именно в нижней точке мы работаем по режущей кромке. Все, и фиксируем наш угол заточки. И приступаем к обдирке. Ну и для тех, кому интересно, какой же здесь угол заточки, опытным путем мы выяснили, что общий угол составляет порядка 50 градусов, или же 25 градусов на сторону. Ну и также, чтобы не заваливать кончик ножа, придерживаем его пальцем. После того, как проточили с одной стороны, можно перевернуть нож. И все аналогично с другой. Убираем также салфеткой шлам с ножа, чтобы он нам не мешал. Если чувствуем, что камень у нас начинает подсыхать, добавляем снова немножко жидкости, поднимаем шлам. Также этот шлам легко убирается при помощи салфетки. Снова добавляем жидкость и продолжаем заточку. Проточили с обеих сторон, и сейчас нам необходимо уже уменьшать риску. И мы будем постепенно переходить на более тонкие камни. Сейчас я устанавливаю 600 Barite PC. Переходим на 900 камень Barite PC. Ну что, у нас последний камень Barite 1200 серии PC. Продолжаем точно так же финишировать его. Не забываем после каждого камня вовремя удалять шлам. Для полировки мы воспользуемся кожей, и на кожу мы нанесем белую пасту Dualux. Для того, чтобы наносить пасту, необходимо пару раз провести без сильного давления на кожу, и этого достаточно. Так как у нас кожа по своей толщине отличается от
камней барайт, поэтому нам необходимо будет воспользоваться компенсатором толщины абразива. Опускаем его на толщину нашего бланка и устанавливаем держатель абразива. Также хочу сказать, что когда мы работаем по линзе кожей с пастой, нам можно не опускать угол заточки, так как мы не завалим нашу режущую кромку. И можно работать под тем же самым углом. Работаем только движениями на себя. Мы сделаем нож еще острее и придадим зеркальный блеск. При полировке не давим на нож, чтобы он у нас не отходил, и мы работали как по подводу, так и по режущей кромке. Заточку ножа мы завершили, получили острый и зеркальный подвод. Давайте попробуем рез на газете. Как вы видите, нож справляется отлично. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.